Привет, песеры, с вами Морж. Возвращаемся к обзорам игроков. Как я и обещал, давно уже обещал, обзор на Криро, обычную карточку, но в принципе этот обзор работает как и на его легендарную карточку, так и на его фиалку из Great Finishers, или если вы покупали команду Манчестер Юнайтед. В общем-то, в принципе, моделька плюс-минус везде одинаковая. Да, там будет разница в 1-2 стата, что в принципе никак особо не повлияет на то, что он будет показывать на поле. Это первое. И второе, да, конечно, у легендарной карточки здесь есть плюс в том, что у нее всегда форма Б, что она всегда должна быть на хороших стрелках, но, как вы знаете, кто подписан на мой телеграм, это сейчас ни хрена не работает, и Konami пока что это фиксит. И да, я обещал, что на Криро обзор будет женский, но, к сожалению, тут реально у меня сумасшествие происходит, так что я надеюсь, вы не против, если этот обзор сделаю я женский, еще будут обязательно, но как немножечко разрулимся. Итак, 86 у нас Криро имеет на первом уровне, стоит он 490 тысяч, любой из вас может его купить. И в 22 части у нас важна прокачка. Как бы я прокачивал этого Криро? Итак, 8 я бы закидывал ему в удары. То есть увеличивал бы реализацию, подкрутку и штрафные. Штрафные, конечно, нафиг не нужны. 77 это достаточно мало. Я думаю, можно найти и другого хорошего исполнителя. Но вот реализация 88 и подкрутка 80 для Роналдо, конечно же, хорошо. Пасы. Их бы я не трогал совсем. Они и так хреновые, их особо не улучшишь. Далее, дриблинг. Сюда бы я вкидывал 4 очка, собственно, прокачки, чтобы контроль мяча и удержание было за 80, ну и при этом скорость дриблинга 79. Дальше у нас ускорение. Отвечает оно, во-первых, за ускорение, во-вторых, за умение атаковать, что для центрального нападающего, сами понимаете, очень важно. 6 очков я бы сюда вкладывал. Далее, 4 я бы вкладывал в скорость и выносливость. Выносливость у него будет 70. В принципе, очень мало, но у нас у всех очень мало. И 4 очка я бы вкладывал, собственно, в корпус, прыгучесть и игру головой, которая у Роналду и так очень неплохая. 4 очка свободных у нас остается, их можно раскидать в стиле. Допустим, если вы играете быструю контратаку, как раз 4 очка сюда примерно и нужно. Если в длинную контратаку, тоже 4 очка, будет 87, ну или по 3, если у вас другие какие-то стили. Я думаю, потом применение одному очку вы найдете. Одному очку. Как сказал. Получается у нас 94 на вот такой прокачке у нас Криро. В принципе, по статам вполне себе все неплохо. При этом стоит выделить хорошую слабую ногу, но не самую хорошую физическую форму. Она единичка, а у нас хорошо, когда двоечка. На этом в раздевалке мы, пожалуй, обзор Криро закончим, перейдем на поле, и я вам расскажу, как я его там почувствовал. А на поле, ребят, сразу скажу, игрок мне понравился. В принципе, у нас все игроки получили серьезный даунгрейд по сравнению с 21 части. Роналдо не стал исключением. И вроде смотришь на статы по карточке, да, все вполне себе неплохо, но ничего вау. Тем не менее, вау на поле действительно оказалось. И об этом я вам хочу рассказать. Несмотря ни на самую большую скорость и ускорение по 78, Роналдо очень хорошо прорывается вперед. Тут играет у него, во-первых, умение атаковать 88, плюс реализация 88. Для 22 части это действительно большие цифры, и Роналду на них вполне себе играет. Вообще не скажу, что какие-то статы у него нарисованы. Добавьте к этому реально очень удобную слабую ногу. Добавьте к этому реально присутствие какого-никакого у него корпуса. Я бы даже сказал, что корпус у него получается больше, чем 71. Корпусом он перекрывает очень даже хорошо. Плюс подкрутка, хотя подкрутку я не слишком часто использую. Реально в 22 части я чаще бью прямыми ударами, и вполне у него все получается. Скорость дриблинга вполне на уровне. Тут же подсечку Роналду, о которой мы с вами уже говорили, делает он без особых проблем. Плюс стиль охотник за голами, вы сами знаете, это очень удобный стиль для центрального нападающего, самый простой и самый универсальный для использования в нашей игре. И мы получаем, что за 500 000 ГП, да, сумма достаточно большая, если вы не играли в 21 часть, собрать ее не так уж просто. Тем не менее, в принципе, все возможно. Мы получаем действительно классного и универсального форварда. Добавлю, что он может сыграть без потери рейтинга на левом полузащитнике, правом нападающем, левом нападающем и оттянутом форварде.
Реально, кроме налево, ну, пожалуй, ладно, смотрите, на оттянутого форварда, именно форварда-завершителя, я бы его ставил. Направо-лево нападающего завершителя я бы его ставил. Но вы сами видели показатели паса. Именно как подыгровщик Роналду не очень. Он именно острие копья. Тут он мне, честно, напоминает Левандовского. Такая более дешевая версия Левы. Если Лева стоит у нас 1 200 000, то Рона можно взять всего-то за 500 000. И как острие Роналду себя показывает превосходно просто. Я действительно вам советую, если у вас нет огромных бюджетов, брать его, прокачивать, и явно он вам принесет очень-очень много удовольствия на поле. Мне, по крайней мере, принес. При этом у него есть и подсечка Роналду, так называемая, да, которая в 21 части называлась скрещивание. У него есть навык на игру головой, у него есть навык на дальние удары, у него есть наклбол, у него есть акробатика, у него есть удар без подработки, вообще обязательный навык для центральных нападающих. Также штатный пенальтист, я бы его вычеркивал. Способности капитана, боевой дух и ножницы. Вот ножницы и штатный пенальтист я бы у него убирал из навыков. Реально, одного финта, скрещивания ему бы хватило. Ножницы ему не нужны, но по штатному пенальтисту я вам много раз говорил. Не знаю, как у вас, у меня всегда так. Либо я забиваю пенальти, либо вратарь его отбивает. Как этот навык работает, хрен его знает. Если вратарь угадывает угол, то он отбивает. Почему Konami вообще это вело, я не совсем понимаю. И при том, что это обычная карточка, но опять же, этот обзор в принципе касается и легендарной карточки, и фиолетовой карточки, тут все плюс-минус одинаково. Я бы сказал, что вполне себе на 8,5 из 10 он тянет. Действительно классный игрок, который стабильно играет, стабильно забивает и стабильно вписывается в любой состав. Есть ли сейчас форварды получше? Ну, я скажу, что да, и Лева, и Мбаппе сейчас получше. Румениги мне понравился тоже чуть больше. Но, сами понимаете, Румениги, допустим, для новых игроков сейчас не получить в принципе. Лева дичайше дорогой, Мбаппе тоже дичайше дорогой, они оба стоят по 1 000 000 плюс, а Роналду можно взять всего лишь за 500 000. И играть он будет, да, немножечко хуже, но не критично. Не критично, и за Рона можно спокойно нагибать. Действительно знаковая фигура, в принципе, в мировом футболе. Думаю, в составе он должен быть. Короче, мне понравилось. Вот мне понравилось, все у него вполне себе в балансе, некоторые статы чувствуются даже больше, чем они у него нарисованы на карточке, и меня этот форвард вполне себе радовал. Обзор я писал с удовольствием, без горения жопы, то есть вполне спокойно получал удовольствие от игры этого нашего португальского персонажа. Вот. На этом, пожалуй, заканчиваю. Моя оценочка 8,5. Брать стоит, игрок хороший, тем более его можно купить напрямую без какого-либо геморроя. Ну, а в комментариях ты можешь написать свой опыт игры за Роналду в 22 части, с удовольствием почитаю. Как всегда, все читаю, стараюсь на все отвечать. В закрепленном комментарии ссылочки на сайт, где я смотрел статы, и мой телеграм. Переходи, там много всего полезного. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.